Сегодня готовим очень вкусный итальянский пирог для тех, кто хочет чего-нибудь вкусного без долгой возни на кухне. Идеальный вариант на лето. Готовится он быстро, из самых простых и доступных ингредиентов. Итак, начнем. Для начала подготовим орехи. Подойдут любые. Их нужно порубить ножом на небольшие кусочки. Сильно измельчать не нужно, иначе вы просто не почувствуете их в тесте. Если же вы не любите орехи, можно приготовить и без них, но с ними вкус получается намного богаче. Орехи готовы, отставляем их в сторону. Теперь приступим к приготовлению теста. В миску разбиваем 3 яйца комнатной температуры. Достаточно заранее достать их из холодильника и оставить примерно на 30 минут. К яйцам добавляем 120-150 граммов сахара. Количество сахара регулируйте по своему вкусу. Добавляем щепотку соли и взбиваем до пышной светлой массы. Долго взбивать не нужно, достаточно 2-3 минут. Этого времени вполне хватит, чтобы сахар растворился, а масса стала воздушной. Тесто готовится невероятно просто. Все ингредиенты нужно просто перемешать миксером до однородности. Ко взбитым яйцам добавляем 150 мл растительного масла без запаха. При желании его можно заменить на 130 граммов растопленного и слегка остывшего сливочного масла. Затем вливаем 130 мл крепкого кофе комнатной температуры. Можно использовать как свежезаваренный, так и растворимый. Для этого растворите примерно 2 чайные ложки кофе в 130 мл горячей воды и дайте ему немного остыть. После этого добавляем 320-350 граммов муки и 1 пакетик 15 граммов разрыхлителя. Это примерно 1 столовая ложка. Муку вместе с разрыхлителем желательно просеять. Сначала слегка перемешиваем все лопаткой или венчиком, не включая миксер, чтобы мука не разлеталась. Затем на низкой скорости миксера перемешиваем тесто до однородности. Не забудьте собрать со стенок миски всю непромешанную муку. Друзья, полный рецепт вы найдете в описании под видео или в конце ролика. Вот такое получается тесто, не густое и не жидкое. На этом этапе добавляем 80 граммов шоколадных капель и 50 граммов рубленых орехов. Перемешиваем лопаткой до их равномерного распределения. Если у вас нет шоколадных капель, просто измельчите ножом 80 граммов шоколада. Подойдет как темный, так и молочный. Переливаем тесто в форму. Форму можно использовать любую. Традиционно итальянский пирог чамбеллоне выпекают в форме кольца. Подойдут формы диаметром от 20 до 26 сантиметров. Просто пирог получится чуть выше или чуть ниже, но все такой же вкусный. Если у вас металлическая или керамическая форма, смажьте ее маслом и слегка присыпьте мукой. Разравниваем тесто. Сверху пирог я украсила орехами и кусочками шоколада. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов примерно 45-55 минут. Время может немного отличаться в зависимости от особенностей вашей духовки и размера формы. Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. Даем пирогу немного остыть, а затем аккуратно извлекаем его из формы. Он уже очень красивый. Перекладываем его на блюдо. Можно оставить так, а можно слегка посыпать сахарной пудрой. Посмотрите, какая красота получилась. Разрезаем. Пирог получается невероятно вкусный, с кофейным ароматом и приятной кексовой текстурой. Внутри тающие кусочки шоколада и хрустящие орешки. Это очень вкусно. Обязательно приготовьте этот замечательный итальянский пирог. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки и оставляйте ваши отзывы и комментарии.
В миску поместим 2 яйца среднего размера и добавим к ним 1 стакан сахара. Количество сахара можете регулировать на свой вкус. Я добавляю меньше, полстакана для меня достаточно. Перемешиваем яйца с сахаром венчиком до однородности. Взбивать не нужно. Далее добавляем 1 стакан сметаны 20% жирности и перемешиваем. Лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры. Так сахар быстрее растворится. Кто хочет более точный рецепт в граммах, его вы найдете в описании под видео. Когда все соединилось, добавим 1 стакан муки. Также добавим 1 чайную ложку с небольшой горкой разрыхлителя. Кто хочет, может добавить пищевую соду, ее понадобится в 2 раза меньше. Но разрыхлитель проще и надежнее, он уже сбалансирован. Готовое тесто выливаем в форму диаметром 18-20 см, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 30-35 минут. Пока тесто выпекается, приготовим крем. Берем 1 стакан сметаны 20% жирности и 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Добавляем немного ванили по вкусу и перемешиваем ложкой до однородности. Крем готов, корж тоже испекся. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Аккуратно пройдемся ножом по краям формы. Переворачиваем бисквит на решетку и снимаем бумагу. Разрезаем его на 2 равные части. Собираем торт. На нижний корж выкладываем часть крема и разравниваем. Накрываю торт верхним коржом и покрываю оставшимся кремом верх торта. Из растопленного молочного шоколада я сделала разводы. Вот такой простой и такой красивый торт получился. Разрезаю его сразу, он очень мягкий. Вот такой простой домашний сметанник у нас получился.